Когда эта женщина пришла в церковь хоронить своего сына, она также скрывала очень страшную тайну, и священник даже не знал об этом. Через несколько минут вошел другой мужчина, который раскрыл правду. Иван жил со своими родителями в отдаленной небольшой деревне. Видите ли, в то время как весь остальной мир пользовался постоянным электричеством и стабильным подключением к интернету, в деревне, где живет Иван, ситуация была иной. У них не было сигнала, поэтому они общались по стационарным телефонам. Что еще хуже, этот человек был единственным ребенком в семье своих престарелых родителей, поэтому у него не было ни братьев, ни сестер, с которыми он мог бы поделиться своими чувствами. Кроме того, все его друзья детства давным-давно уехали со своими родителями, так что он остался один и часто чувствовал себя одиноким. «Мы не можем продолжать жить здесь. Нам нужно переехать в большой город», — сказал он однажды своим родителям. Но они сказали, что не могут даже думать о переезде в таком преклонном возрасте. Несмотря на то, что они жили в деревне, родители Ивана позаботились о том, чтобы он ни в чем не испытывал недостатка. Они привили ему правильные ценности и воспитали в любви к Богу. Но если бы только они могли уехать из этой забытой Богом деревни, тогда его жизнь была бы идеальной. Эта дискуссия продолжалась еще долго, пока однажды утром Иван не собрал свои вещи и не решил, что с него хватит. Однако не прошло и нескольких минут, как его внезапно охватила пустота. Он чувствовал, что оставляет позади большую часть себя. Его родители были уже слишком стары и могли уйти из жизни в любой момент. Что, если они умрут, пока он будет далеко в городе? Иван задрожал от этой мысли. Он знал, что никогда не простит себе, если это случится, поэтому повернулся и побежал так быстро, как только могли нести его ноги. Добравшись до дома, этот молодой человек распахнул дверь, подбежал к родителям и страстно обнял. «Мы знали, что будем скучать по тебе, но если ты захочешь уехать, мы тебя поддержим», — сказал его отец. «Я счастлив здесь. У меня впереди еще много лет. Когда-нибудь я уеду, но пока я буду здесь», — ответил сын. Хотя Иван решил остаться, он оставался очень одиноким и подавленным. Но однажды его жизнь изменилась, когда в соседний дом переехала семья. У них была дочь Наташа, которая была ровесницей Ивана. Когда они приехали, Ивана не было дома. Но, вернувшись, он увидел во дворе Наташу, которая заносила в дом кое-что из вещей своей семьи. Они сразу же влюбились друг в друга. Ивану казалось, что он никогда в жизни не видел женщины лучше. Наташа была потрясающе красива. Ее улыбка была безупречной, и казалось, что она собрала все звезды мира. Однако в то утро они ничего не сказали друг другу. Ночью парень вышел из дома, чтобы взять топор, который он оставил на улице. Он уже собирался войти в свой дом, когда почувствовал, что чья-то рука внезапно потянула его назад. Обернувшись, он столкнулся лицом к лицу с девушкой, о которой думал весь день. «Я видела тебя сегодня утром», — сказала Наташа и улыбнулась. Иван был не из тех, кто любит поболтать, поэтому в основном говорила Наташа, а он слушал с напряженным вниманием. Она была такой веселой и энергичной, что все в ней заставляло его влюбляться еще сильнее. Влечение между ними было настолько сильным, что в тот вечер они поцеловались. У Ивана это было впервые, и его всего трясло. Он был рад, что у него наконец-то появилась спутница. С каждым днем их отношения углублялись, и они делились множеством секретов. Так продолжалось до тех пор, пока однажды все, что у них было общего, не превратилось в неприятные воспоминания. В тот день Наташа пригласила Ваню на ужин. Во время еды она сказала, что несколько дней назад ездила в город делать аборт. Когда Иван услышал это, он побагровел от ярости. «Как ты могла так поступить? Почему ты не сказала мне, что носишь моего ребенка?» — сказал он, подавляя крик.
но получил совершенно иную реакцию, чем ожидал. Наташа расхохоталась. Она хохотала так сильно, что даже прослезилась. «Откуда ты знаешь, что это твой ребенок?» — спросила она. Иван был так удивлен ее заявлением. Это явно означало, что в ее жизни были другие мужчины. Он понял, что Наташа не была такой наивной, преданной девушкой, какой он ее себе представлял. Она была совсем не такой женщиной, какую хотела бы видеть с ним его мама. «Я не могу тебе поверить», — сказал он и выбежал из дома. Ему показалось, что в его голове взорвалась бомба боли. Он даже не мог ясно мыслить, поэтому пошел в церковь неподалеку, чтобы успокоить нервы. Хотя он часто делал это, когда ему было грустно, сегодняшний поход принес ему то, в чем он больше всего нуждался. Добравшись до церкви, Иван сел в угол и погрузился в медитацию. Следующие 30 минут вокруг было тихо, пока чьи-то крики не прервали его размышления. Оглянувшись, он увидел женщину по имени Ира, которая держала на руках безжизненного младенца и, обливаясь слезами, умоляла священника. Поскольку она плакала так громко, он не мог разобрать ни слова из того, что она говорила. Иван подошел ближе, чтобы лучше разглядеть сцену, разыгрывавшуюся прямо у него на глазах. Подойдя достаточно близко, он узнал, что партнер женщины бросил ее после того, как она забеременела. Иван восхищался ее силой и решением продолжать беременность, несмотря на болезненные действия партнера. Ему также было невыразимо больно от того, что она потеряла ребенка. Не выдержав слез женщины, Иван подошел к священнику и спросил, что происходит. Затем священник объяснил, что женщина хотела, чтобы ее ребенка похоронили по обычаям. Однако он не мог провести такие похороны, потому что ребенок не был крещен. Женщина продолжала умолять, но священник настаивал, что у него связаны руки, и он ничего не может сделать. Переполненный жалостью, Иван не мог отвести глаз от женщины и ее ребенка. И тут он вдруг заметил нечто пугающее. Он увидел, как шевельнулась рука ребенка. Иван мгновенно бросился к маленькому ребенку и пощупал его пульс. Хотя он и не был врачом, он понял, что ребенок все еще жив. Иван быстро сделал искусственное дыхание, и вскоре маленький мальчик открыл глаза и задышал. Ни Иван, ни священник не могли понять, что произошло. Им нужно было, чтобы женщина объяснила, что она и сделала, обливаясь слезами. Видите ли, после того, как партнер Иры бросил ее, родители выгнали ее из дома. Не имея ни работы, ни какого-либо другого источника дохода, она знала, что не сможет заботиться о ребенке, поэтому дала ему успокоительное и отнесла в церковь, чтобы похоронить. Закончив объяснение, эта женщина упала на землю и попросила прощения. Иван был очень рад услышать, что ее планы не оправдались. Он понимал тяжелое положение молодой женщины и не осуждал ее. Ему было даже больно представлять, через что ей пришлось пройти, и он почувствовал сильное и убедительное желание защитить ее и ребенка. Поэтому он взял женщину за руки, понес ребенка и сказал ей, что она может пойти с ним домой. Когда Иван вернулся домой с женщиной и ее ребенком, родители не стали его ругать. Они были рады, что у него были добрые намерения по отношению к ним, и пообещали поддержать его. Позже, тем же вечером, Иван и Ира провели некоторое время, делясь своими переживаниями. А на утро они стали парой. Хотя они получили много унизительных замечаний от соседей, Иван и Ира не обращали на них внимания. Они были просто счастливы и любили друг друга, и это было все, что имело для них значение. И со временем соседи тоже научились принимать их отношения. А не так давно Иван встретил Наташу. Хотя для нее было уже слишком поздно, она рассказала мужчине, который когда-то любил ее, о своих жизненных невзгодах. Поскольку она не могла найти достойную работу, теперь она работала проституткой. Если бы только она могла повернуть время вспять, она бы сделала это прямо сейчас, но было
уже поздно. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.